Кабачки с яйцами вкуснее мяса. Жаль, что я раньше не знала этот простой, быстрый и очень вкусный рецепт, который вы легко сможете приготовить на завтрак. Нарезаем один кабачок и напишите в комментариях, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. И где бы вы ни находились, я передаю вам мой теплый привет. Ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом и добавлю немного сливочного масла для вкуса и аромата. Масло уже разогрелось, в сковородку отправляю кабачки и жарю где-то 5-7 минут на среднем огне. Это очень быстрый, простой и очень вкусный рецепт, и главное, что все готовится в одной сковороде, никакой духовки. А пока жарятся кабачки, нарежем одну репчатую луковицу. А что вы чаще всего готовите на завтрак? Поделитесь в комментариях. Давайте проверим. Кабачки уже полностью готовы. Добавляем к ним лук. Кабачки с луком – идеальное сочетание. Один мягкий, второй с характером. В сковородке они отлично подружатся, и нас ждет очень вкусная кабачковая фриттата. Соль и черный перец добавьте по вкусу. Как вкусно пахнет, уже не терпится поскорее сесть за стол. Тем временем разбиваем в миску 7 яиц. Лучше возьмите яйца крупного размера. Немного зеленого лука или шнит лука нарезаем вот так крупно и отправляю в миску к яйцам. Добавляю 4 столовых ложки молока, где-то 1/4 чашки, щепотка соли и немного черного молотого перца по вкусу. Приготовьтесь к настоящей вкуснятине и для вкуса аромата добавим пол чайной ложки чесночного порошка, хлопья сладкой паприки, тоже половину чайной ложки. И сюда же натираю сыр. У меня пармезан. Если хотите, замените его любым сыром, который найдется у вас в холодильнике. Вот такая небольшая веточка ароматных спелых летних помидоров. И нарезаем помидоры кружочками, вот такими слайсами. А если помидоры черри очень мелкие, просто разрежьте пополам. Готово. Отправляю помидоры в миску к яйцам. Теперь берем венчик и все хорошо перемешиваем. Только посмотрите, какая красота! Вас ждет необыкновенная вкуснятина. Сохраните рецепт и не забудьте поделиться им с друзьями, потому что это не просто вкусно, а очень вкусно. Теперь просто вылейте яйца на кабачки. Убавьте огонь до минимального. Готовим под крышкой 10-15 минут на маленьком огне. Хотите больше таких рецептов на скорую руку? Тогда дайте мне знать в комментариях. Наша кабачковая фриттата готова. Главное не съесть все стоя у плиты, хотя кто меня осудит. Посмотрите, какая красота получилась. Если бы можно было лайкнуть завтрак, я бы уже нажала. Уже не терпится поскорее отрезать кусочек и попробовать, какой получилась наша кабачковая фриттата на вкус. Просто тает во рту. Цукини такие нежные, на вкус как будто завтрак выходного дня, даже если сегодня вторник. Это не просто вкусно, это я хочу это завтра снова, да хоть каждый день. Пошла пить мой кофе, а вы сохраняйте рецепт и не теряйтесь.